Россия готовится к полному захвату двух областей в течение ближайших месяцев. Зеленский ставит условия лидерам Европы, а в Москве заговорили о деэскалации. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Самоубийство Европы. В ЕС прозвучал сценарий, реализация которого приведет к глобальному краху. Насколько мир близок к этой черте? 3 месяца и колоссальные изменения. Куда может дойти путинская армия до начала инаугурации нового президента США? Лукашенко назвал заявления Трампа глупыми и признался, что обсуждал с Путиным шансы на завершение войны за 24 часа. К чему пришли? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. От 200 метров до 3 километров. Такое продвижение россиян в сутки фиксируют украинские мониторинговые каналы. Сейчас все внимание приковано к ситуации вокруг города Курахово, который считают важным логистическим хабом ВСУ в этой части Донецкой области. Deep State пишет, что ВС РФ с двух сторон приближаются к этому населенному пункту и продвигаются вглубь Торецка. Тем временем украинские аналитики считают, что российские оккупанты попытаются выйти на админграницы сразу двух областей до 20 января 2025 года, то есть фактически до дня инаугурации Трампа в США. Российская Федерация прекрасно понимает, что вне зависимости от того, Трамп либо Байден, возможность форсирования Днепра, как в моменте, соответственно, оккупации всей территории Херсонской, так и Запорожских областей, фактически нереальная военная задача для Российской Федерации. Запорожье – это крупнейший промышленный центр, соответственно, у Российской Федерации нет оперативных резервов для проведения военной операции в моменте взятия под контроль данного областного центра Украины. Они с этим прекрасно, они с этим считаются и прекрасно понимают, что сценарии, соответственно, включения Запорожских и Херсонских областей в состав Российской Федерации, то есть по административным границам, это неосуществимый, соответственно, сценарий. То есть, условно говоря, до 20 января 2025 года я не исключаю возможности полной оккупации Донецкой, Луганская область фактически уже полностью оккупирована. То есть полного восстановления, полного контроля оккупационных войск над территориями Луганских и Донецких областей. Вот это и оперативная стратегическая задача российских войск на данный момент. Россия начала войну против Украины не потому, что ей нужны были территории. В этом уверен Зеленский. Он говорит, что у РФ и так достаточно земель, однако не так много власти. И именно из-за глобальной власти, контроля над Украиной, а дальше и возможного контроля над Европой, Путин решился на вторжение. Во время своего визита в Венгрию на 5-м саммите Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что несмотря на все разговоры о том, что Украине необходимо отдать свои территории России, это неприемлемо для страны и является самоубийством Европы. Президент упрекнул некоторых европейских лидеров за их объятия с Путиным и призвал вооружить ВСУ. И кое-кто из присутствующих здесь решительно выступал за то, чтобы Украина пошла на уступки перед Путиным. Это неприемлемо для Украины и самоубийственно для всей Европы. А что дальше? Должна ли Европа искать благосклонности Ким Чен Ына в надежде, что он тоже даст Европе покой? Ни один сильный лидер, благодаря которому была построена объединенная, сильная и мирная Европа, не мог бы даже представить себе такого. Напомню, в последнее время Киев часто критикует своих союзников. В офисе президента Украины говорили о недостаточной и несвоевременной военной поддержке, медлительности и бюрократии ЕС и США. В то же время военные аналитики уверяют, что тяжелая ситуация для ВСУ на линии фронта сложилась не только из-за проблем с мобилизацией, но в основном и из-за недостатка вооружения и, как результат, превосходства в этом РФ. Британский историк и журналист Оуэн Мэтьюс в статье для The Spectator тем временем пишет, что избрание Трампа – это шаг к завершению войны, вероятно, на условиях, которые позволят Путину оставить за собой контроль над оккупированными украинскими территориями, что будет воспринято украинцами как предательство Запада. Верите ли вы в эти пессимистические прогнозы и в то, что западные лидеры позволят Путину победить? Напишите свое мнение в комментариях.
Северная Корея, Китай, Иран и Россия являются угрозой не только для европейской части НАТО, но и непосредственно для США. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте. О том, как противостоять угрозам со стороны этих 4 стран, Рютте собирается обсудить уже с новым президентом Соединенных Штатов. В НАТО уверены, что Трамп четко понимает, чего он хочет. Осталось согласовать позиции. А это значит, что Индо-Тихоокеанские и Евроатлантические регионы, а также особенно в рамках НАТО, США, Канада и европейская часть НАТО, должны работать вместе. Поэтому я с нетерпением жду возможности сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, чтобы обсудить, как мы можем противостоять этим угрозам коллективно. Тем временем в РФ уже звучат заявления о том, что Москва после прихода к власти Трампа ожидает, далее цитата, «отхода от нарастающей эскалации». Об этом заявил Дмитрий Саймс, политолог, который родился в РФ, после эмигрировал в США, многие годы находился там, а с 2018-го решил вести пропагандистские шоу в России на Первом канале. В Штатах стал подозреваемым в отмывании денег, полученных в нарушении санкций. Люди, управляющие российским правительством, включая президента Путина, в целом приветствовали бы любой отход от того крайне неудачного периода, который Россия пережила в отношениях с Соединенными Штатами при Обаме, особенно при Байдене. На самом деле, должен сказать, что даже период, когда Трамп был у власти, нельзя назвать слишком счастливым. Но любой отход от этой нарастающей эскалации против России и ответной реакции России на эту эскалацию, я думаю, безусловно, был бы приветствован в Москве. Как вам эти заявления российских пропагандистов? Напишите свое мнение в комментариях. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Стратег-дровосек Лукашенко тоже высказался о Трампе. Говорит, что обсуждал с Путиным, каким же образом республиканец собирается завершить войну за 24 часа. И назвал заявление Трампа глупым. Кроме того, Лукашенко признался, что во время предвыборной гонки можно обещать одно, а после победы не выполнить обещание. Он будет стараться прекратить войну в Украине, но это не односторонний процесс. Это надо договариваться, и, может быть, и не только с Россией. Это касается очень многих стран. Дальше Китай на место поставить. Слушай, не родился тот, кто Китай на место поставит. Очень сложно, очень трудно. Поэтому надо все делить, как у нас говорят, на 2, на 3. То, что ты говоришь сегодня в предвыборную кампанию, не факт, что завтра сложатся так обстоятельства. Германию продолжает трясти после развала правящей коалиции. Накануне президент Штайнмайер заявил, что готов к роспуску Бундестага и об обеспокоенности многих граждан ситуации, которая сложилась в стране, Европе и мире. Штайнмайер считает, что сейчас время не для тактики и хитрости, а для разума и ответственности. Канцлер заявил, что поставит вопрос о вотуме доверия в Бундестаге. Это способ, с помощью которого парламент может открыть путь к новым выборам. Президент Германии должен принять решение о распуске Бундестага, если Бундестаг выразит недоверие канцлеру в соответствии со статьей 68 основного закона. Я готов принять это решение. Напомню, что политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов. После увольнения Кристиана Линднера и выхода министров от его свободной демократической партии из правительства, кабинет Шольца потерял поддержку большинства в парламенте. Политические аналитики считают, что события в Германии могут привести к смене власти в ЕС. Из-за слабости Берлина, вероятно, власть в Европейском Союзе может перейти к восточноевропейским государствам, считают политологи. Сейчас в Германии переходный период, что означает, что у нас своего рода правительство, которое скоро уйдет в отставку. И мы не знаем, как будет выглядеть новое правительство. В этот период немецкая политика будет очень слабой. В Германии, например, в сфере внешней политики не произойдет ничего значительного. Это означает, что у нас своего рода парализованный период в политике Германии. И, конечно, это нехорошо, особенно с учетом того, что мы живем в мире, который стал еще более сложным после выборов в Соединенных Штатах.
Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.